Команда Обрсоюза вновь отправляется в образовательную экспедицию. И на этот раз держим путь за рубеж. Узнать, где учатся дети наших соотечественников и как поддерживается русский язык в Турции. Образовательная экспедиция Обрсоюза в Турции. Государство в Юго-Западной Азии, часть которого расположена на территории Южной Европы, находится между Черным и Средиземным морями, омывается Эгейским морем. Здесь в каждом крупном городе – Стамбуле, Анкаре, Анталии, Алании, Кемере – есть русские школы, где обучаются дети наших соотечественников, а также те, кто любит и хочет говорить на русском языке. Турция – это прекрасные пляжи в обрамлении гор, хвойные леса и апельсиновые сады, прохладные горные ручьи и глубокие живописные каньоны, благоустроенные горнолыжные курорты и термальные воды, культурно-исторические достопримечательности и колоритная местная кухня, пестрые многонациональные мегаполисы и тихие курортные городки в самом сердце турецкой ривьеры. Мы поговорили с Евгенией Афонской, российской актрисой кино и театра, исполнительницей ведущих ролей в Гоголь-центре, сыгравшей роль героини Маши в трагикомедии «Городские птички» режиссера Юлия Белого. Детство и юность Евгении прошли в Сочи. Это многонациональный субъект, где проживает большое количество разных национальностей. Я родилась в городе Сочи. Он такой особенный город для России, потому что это курорт, там тепло. Это, во-первых. А во-вторых, это многонациональный город, где очень много людей из разных стран. Там и армяне, и абхазцы, и грузины, и те же турки. Одной из задач русской школы в Турции является помощь детям по адаптации в новой стране, а также сохранение своей национальной культуры, языка, традиций и особенностей воспитания. Мы отправляемся в Пушкинскую школу в Стамбуле. Именно так часто называют это учебное заведение, тем самым определяя и духовные ориентиры, и стремления, и задачи школы. Международная русская школа имени Александра Сергеевича Пушкина начала свою деятельность с 2014 года. В 2017 году она получила лицензию Турецкого министерства образования. Сегодня здесь обучается более 150 детей. Но начиная с 2014 года дети имели возможность сдавать единый государственный экзамен, что значительно расширяло их возможности поступления в российские вузы. Создавая особую культурную среду для русскоязычных детей, проживающих за рубежом, школа дает уникальную возможность детям учиться на русском языке и получать российское образование. В учебном заведении открыты с 1 по 11 классы. Есть группа дошколят, в которой малыши готовятся стать первоклассниками. Стамбул первый частный русский учебный языка плана школа Министерства образования Турции все подтверждено, лицензию получили. Здесь каждый год больше ученик получается, перевиряется. И сейчас, когда мы начали 35-40 человек был, сейчас в этом году больше 150. Эта школа одна из, наверное, из тех школ, которые могут дать действительно хорошее образование, именно русское образование в Турции, а именно в Стамбуле. Основная миссия нашей школы, мы считаем, что это дать возможность получать русское образование на родном языке, приобщаться к русской культуре детям, которые волей судьбы оказались за границей, оторванные от родины. У кого-то переехали родители для работы на несколько лет, у кого-то вышли замуж мамы, и дети теперь будут постоянно проживать в Турции. В школе русский язык становится средством общения многонациональной семьи учеников и учителей, языком дружбы и понимания. Цветет красавица мира на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красиво, ко всякой работе ловка. В Пушкинской школе не могут не звучать поэтические строки.
любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. На литературе мы обсуждаем произведения, которые читаем, также обсуждаем проблематику этих произведений. Мне кажется, это очень интересно и помогает шире взглянуть на мир, на проблемы какие-то духовные, скажем так. Преподавание русского языка в Турции, вообще за границей, отличается от преподавания русского языка в российской школе. Прежде всего, конечно, у детей нет такой базы, к которой мы привыкли и которую мы хотим увидеть в российской школе. И поэтому нужно быть готовым к самым разным вопросам, которые ребята задают. То есть им иногда непонятное значение слов. И поэтому приходится очень терпеливо им это объяснять. И только через вот такой процесс приобщения к языку можно воспитать и бережное отношение к нему, и любовь к языку. Тогда дети обязательно с полки возьмут книгу, которая написана на русском языке, и вдохновенно прочитают строки Пушкина. Русский язык для меня не просто способ общения, а вообще способ, скорее, даже самовыражения. Ибо также язык — это вообще наследие для человека. А наследием, я считаю, нужно дорожить. Самое главное, вот все основы, которые нам кажутся такими естественными, открыть для ребят. Ну и, конечно, создать такую ситуацию, чтобы они не волновались, не боялись говорить по-русски. И я думаю, это будет шагом вот на этом пути освоения языка. Осознавая, что знание турецкого языка является для проживающих в Турции детей насущной необходимостью, школа старается приложить максимальные усилия для его качественного изучения. Здание школы остается лишь зданием и никогда не станет настоящей школой без мудрого профессионального педагогического коллектива, команды единомышленников, способных создать в школе атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. И это наша первостепенная задача – находить таких людей, которые бы любили школьную жизнь, понимали, что вообще от них требуется на сегодняшний день. Мне очень нравится здесь учиться. Я очень рада, что в Стамбуле есть такая возможность учиться в русской школе. У меня тут много друзей. Здесь, в принципе, добрые учителя. Вот. Да, и хорошо объясняют. То есть, если что-то человек не понимает, ему объясняют. Кадры у нас есть, и они пополняются. Половина нашего педагогического состава работает с основания школы с 2014 года, то есть уже 8 лет. Постепенно кадры обновляются, потому что и классов становится больше, и уроков больше. Кто-то переезжает, кто-то приезжает наоборот. В этой школе очень дружный коллектив учителей, и мне нравится именно эта школа, потому что раньше, в прошлой школе, мне некоторые предметы давались не очень, а именно в этой школе учителя так хорошо объясняют, что я начал лучше понимать предметы и думаю, что хорошо сдам ОГЭ. Учусь я здесь, потому что это одна из тех школ, которая есть как раз, русские школы, которые есть в Стамбуле, которая дает качественное образование, которую не так сложно попасть там, как, например, в консульскую и так далее. Также, в принципе, у меня есть опыт обучения в этой школе, и поэтому я могу с точностью сказать, что мне эта школа очень нравится по той причине, что школа обладает такой уникальностью, что она поощряет таланты детей. Например, дети там хотят заниматься какой-то деятельностью, я не знаю, там театр, футбол или что-нибудь такое. И директория школы с удовольствием это принимает, она там ставит какие-то кружки, она нанимает каких-то репетиторов, тренеров, она там распределяет время, то есть делается все для учеников. С 2014 года ежегодно наши дети выезжают в Москву для сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. И с 2014 года все выпускники получали аттестат, многие получали аттестат с очень хорошими оценками. Есть у нас несколько медалистов даже. И дети, которые выпускаются из нашей школы, обучаются сейчас во многих странах Европы. Есть ученики в Китае, которые учатся, есть студенты российских вузов, кто-то остается в Турции и становится турецкими студентами. Я думаю, что все эти дети найдут свое применение в жизни, получив образование сначала в нашей школе, а потом продолжив в университетах разных стран. Турция – страна, близкая к Европе, является сокровищницей Востока, своей богатой культурой, традициями и искусством.
Турция вообще занимает огромное такое теплое место в моем сердце. Я там была 2 раза, и, наверное, потому что я выросла на море, мне не так было интересно море, сколько вот культурная составляющая и историческая. И вообще, когда путешествую, я всегда стараюсь найти что-то аутентичное в стране, то, что затрагивает историю, культуру народа. Вот, и поэтому я отправилась в Стамбул, вот, как один из культурных центров Турции, где много всего находится и где можно посмотреть разные интересные вещи. И вот мы с другом поехали туда, и нас заинтересовало такое культурное явление, как танец дервишей. А дервиши — это такой орден, турецкий орден, древнейший, он с 8 века существует. Это суфизм, такое ответвление мусульманства. То есть танец дервишей — это молитва, связь этих людей с Богом. Там участвуют только мужчины. Они находятся в таком магическом кружении. Сначала они 10 минут где-то настраиваются, и потом они соединяются с Богом в этом танце. Вот. Это абсолютно гипнотическое зрелище. Оно, конечно, сейчас приобретает такой культурно-развлекательный характер уже, но настоящие дервиши тоже существуют, поэтому эта связь времен, она не потеряна. И он несет, конечно, в себе такой генетический код, который закладывается культурой, историей этой страны. И ты можешь подключиться к этому вживую. Это очень интересно, увлекательно и абсолютно завораживает. На берегу Средиземного моря в Анталии работают еще несколько школ, где преподавание ведется на русском языке, где ученики имеют возможность сдать ЕГЭ и поступить в различные вузы мира, в том числе в России. Мы находимся на территории Московской международной школы города Анталия. Эта школа интересна тем, что все предметы преподаются на русском языке. Дети здесь занимаются театром, футболом, танцами. Основная цель школы – это воспитание толерантной личности, чутких и ответственных граждан, открытых к восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. Мы работаем по российским образовательным стандартам на русском языке, полный комплект и перечень всех предметных дисциплин, которые соответствуют российской образовательной системе. И единственное отличие – это присутствие русского языка в рамках образовательного процесса 3 часа в неделю. Что дала мне московская школа, можно очень долго это говорить, но больше всего она дала мне именно такой креативный подход к жизни. Помимо школьных занятий, вместе со всем этим у нас часто очень активно проходила внешкольная деятельность, такие моменты, как театр, танцевальные кружки и много-много всего активностей, которые не было связано именно с образовательной деятельностью. Здесь дети думают, мечтают, говорят, спорят на русском языке. Школа, я считаю, это просто уникальное творение, потому что на территории другой страны располагается такой центр культуры. Я бы сказала, что у нас не просто школа, у нас общественная, культурная, патриотическая и многое-многое другое организация, которая воспитывает детей и, естественно, учит прежде всего добру и толерантности. А российская образовательная программа нам в этом помогает. Большое внимание уделяется системе дополнительного образования. Учащиеся посещают студию изобразительного искусства, постигают основы театрального мастерства, изучают музыкальную грамоту, занимаются художественной гимнастикой и футболом. Надо ребенка в первую очередь увлечь, чтобы ему нравилось. В начале года у меня было где-то человек 5-6, сейчас уже у меня где-то 15. Вот. Один посмотрел, пришел, второй посмотрел. Вот. Футбол, много для футбола не надо. Главное желание у ребенка, чтобы было. Форма самая простая. Кроссовки, шорты, майка. Ну и, соответственно, инвентарь, мячи. И главное, чтобы было интересно.
Если говорить и вспомнить, что бы хотелось, чтобы присутствовало здесь и в целом для русских школ за рубежом, на то, что я лично потратил очень много времени, это вопросы касаются двух направлений. Это прежде всего возможность предоставить детям сдавать нормативы ГТО для того, чтобы получать дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Это первый момент. Второй момент – это то, что дети и, как, собственно говоря, мы, школа, представляем здесь российских соотечественников. У нас вообще очень интересная школа. Тут много разных проектов. Например, Русское географическое общество. У нас часто происходят разные собрания, к нам приезжают интересные люди в рамках проекта, классные встречи. Мы знакомимся с режиссерами, писателями, дипломатами. Московская международная школа с 2018 года является штаб-квартирой международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» в Турецкой Республике. Студенты-добровольцы из разных российских вузов учат русскому языку школьников. Это не менее значимая страна, чем Италия с Римом. По исторической значимости, или Греция. Такие места я люблю, ценю и считаю, что даже постояв на земле, где такая многовековая история, ты соединяешься со временем и чувствуешь вот вообще предков и тех, кто жил здесь. Я это вот поняла, наверное, лет в 25, путешествуя по разным странам, и как раз-таки я вдруг почему-то начала ходить в исторические места, которые раньше меня, возможно, не так интересовали, как развлекательные. А вот что-то случилось, и я с тех пор начала вот искать такие места силы. Первая школа, основанная в 2000 году с русским обучением на территории Турции, прошла сложный путь от небольшой группы детского сада до крупнейшего многоступенчатого центра, расположенного в современном кампусе. Мы находимся на территории международной образовательной корпорации «Эдуант», которая включает в себя дошкольное отделение и полное общее образование, а также колледж и академию. «Эдуант» — это первая международная образовательная корпорация в Анталии, в структуру которой входят Международная русская школа, колледж туризма, Академия туризма, детский сад Лимпопо. Мы со своими программами первыми в Турции стали проводить такой вид услуг – туризм и образование. До нас это никто здесь не делал, и сейчас у нас достаточно большой опыт, уже порядка 13 олимпиад, например, мы провели международных олимпиад. В этом году прошла 13-я олимпиада. Это крупнейший международный проект, у которого клиентская, так сказать, дети, которые приезжают к нам из разных стран, их количество больше 1000. Безопасность, комфорт, оздоровление, индивидуальный подход к воспитанию и обучению – главные принципы работы русского детского сада Лимпопо. Education Анталия, так мы придумали. Поэтому мы деток берем в 3 года. Они у нас после садика переходят в школу, и потом после школы дети, которые хотят продолжить обучение дальше здесь, они могут поступить в Академию туризма. Русское обучение в начальной школе ведется по образовательной программе «Школа России». Наша школа работает по стандартам российским, но с углубленным изучением иностранных языков. Английский язык у нас с 1 класса, кембриджская программа, ежедневно мы изучаем. И второй иностранный язык – это турецкий. Потому что дети сюда приезжают, они здесь живут, естественно, нужно общаться на языке той страны, в которой ты живешь тоже. Можно сказать, что это школа с углубленным изучением английского языка, потому что английский язык у нас у детей преподается каждый день. И программа строится на программе по аутентичным учебникам, плюс обучение с носителем языка обязательно. Соответственно, у детей есть возможность пройти академическую программу, то есть по учебникам позаниматься и попрактиковать свои знания и умения вместе с носителем в разговорной речи. День у нас начинается очень круто. Во-первых, мы считаем, что хорошее настроение – это залог хорошего обучения, на весь день, мотивация. Поэтому день у нас начинается с нашего флешмоба, с нашей зарядки, которые мы танцуем. У нас есть флешмоб, вы его сегодня уже видели, бассейн, футбольное поле, я часто играю с мальчиками.
и с друзьями. У нас есть там буфет. Ну и просто очень интересно учиться. Я люблю учиться. Следуя лучшим традициям русского классического образования, учителя школы стараются в учебном процессе сочетать классику с современными достижениями в методической науке. Мы читаем Лермонтова, Пушкина, ну и разные произведения, сказки. И сейчас мы начали литературные сказки изучать. Это своего рода оазис русского языка в этом городе, да, и мы стараемся, чтобы наши дети учились в соответствии с стандартами российского образования. Поэтому, естественно, у нас российские программы, и мы учимся по российским программам, и в конце обучения, в 9 или в 11 классе, ребята сдают экзамены. В 9 классе это ОГЭ, и в 11 классе это ЕГЭ, в формате ЕГЭ. Русский язык, он признан одним из самых сложных языков, и я так тоже считаю. Конечно, я родилась в России, это мой родной язык, но в нем огромное количество правил, но в любом случае это очень интересно его изучать, и мне очень нравится. Конечно, русский язык — это такой предмет, который, может быть, не всем так легко дается. Поэтому, конечно, на своих уроках я стараюсь применять разные подходы. Ну, во-первых, это практикоориентированный подход и личностный интерес. Это же ваш родной язык, и с ним связано огромное количество разных сфер культуры и так далее. Я думаю, что это очень важно. Я стараюсь, прежде чем перейти к определенному изучению какого-то произведения или, может быть, какой-то части произведения, сделать своего рода рекламу. Как вот фильмы, знаете, почему часто люди очень любят сериалы? Потому что они всегда заканчиваются на самом интересном месте. И нам интересно, а что же было дальше? Если такой же метод использовать на литературе, я увидела это эффективно. Мне нравится Чехов, его рассказы, то есть его истории написаны в произведении. А Достоевский как? Достоевский хорошо отношусь положительно, то есть это очень глубокий смысл, и эта книжка не такой, которую я прочитал один день и все, а в ней нужно разбираться и думать, анализировать различные события, которые произошли там, что, почему. Это очень интересно, ломает голову. Мы изучали роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Мы знаем, что Татьяна написала Онегину письмо. Да, девушка 19 века вот решилась на такой непростой шаг. Я говорю, ребят, вот представьте, вы получили сообщение, СМС-сообщение, на почту сообщение. Ну, то, что они могут получить. Письмо ты сейчас не получишь. И представьте, что вам там в этом сообщении объяснились в любви. Причем вы понимаете, что этот человек не пошутил. Но до этого, может быть, вы замечали, что этот человек, он действительно проявляет какое-то внимание к вам. И ваша реакция. Что сделаете вы? Что мог бы сделать кто-то? Можно закрыть это сообщение. Можно посмеяться над ним, показав его друзьям. А можно отреагировать как-то по-другому. И вот на следующий раз, на следующем уроке мы узнаем, как отреагировал Онегин, получив письмо Татьяны. Но я вижу, что все читают. Сегодня школа имеет собственный кампус с надежной системой безопасности и хорошей материально-технической базой, которые соответствуют мировым стандартам. У нас своя столовая, свой кондитерский цех, свои повара, которые, опять-таки, русскую кухню готовят. Такой у нас маленький остров в Турции, да, где можно и борщ поесть, и наших всех остальных блюд. На базе современного кампуса школы после окончания уроков ребята посещают разнообразные кружки, спортивные секции, творческие студии. Хип-хоп, брейк-данс, волейбол, футбол, вокальная студия, уроки фортепиано, школьный театр, студия изобразительного искусства. Каждый ученик найдет себе после уроков занятие по душе. Тут у нас есть большая территория, есть большое поле, я с мальчиками в футбол играю. Еще тут есть бассейн, как я понял, он когда теплые деньки открывается.
Выпускники школы могут продолжить обучение в Академии туризма в Анталии и всего за 3 года получить турецкий, американский и швейцарский дипломы. Хочу поступить, обучаться здесь отельному менеджменту, так как мне это очень нравится и ближе по духу, потому что в будущем хочу работать в отеле или же открыть свой отель. Мы здесь изучаем немецкий, английский и турецкий язык, собственно. Изучаем точные науки, такие как физика, биология, химия, также математика. С самого детства у меня была мечта открыть свой отель. Я увлечен был этой идеей, и, в принципе, сейчас она остается такая самая заветная мечта — открыть где-нибудь отель на берегу острова где-нибудь в Таиланде и, в принципе, жить там и продвигать дальше его в массы. Студенты колледжа туризма в Анталии, находясь в мультинациональной языковой среде, изучают историю России, мир права, расширяя представление о мире и роли человека в нем. В целом мы основываемся, безусловно, на общеобразовательные программы российские, то есть у нас практически даже учебники, те же самые, которые используются в основном сейчас в России. По истории это Арсений Таркунов, и по обществознанию это учебник Боголюбова. Мой любимый предмет — сложно ответить, у меня совокупность предметов. В принципе, мне все нравится. Какой-то отдельный предмет, историю могу выделить. Почему тебе история? Потому что уроки ведутся не как обычно, не как, допустим, просто открыли тетрадки и пишем, а подносится информация в новом формате. То есть мы в плане урока, в течение урока активно обсуждаем все события прошедшие и выражаем свою точку зрения. Если брать колледж, именно вот уровень колледжа, на первом курсе у нас сейчас рубеж 19-20 века, здесь как раз-таки изменение политического строя, изменение, собственно говоря, социально-экономического положения, образование нового государства Советского Союза. В целом, вот эта тема ребятам показалась очень даже весьма интересной. Обществознание мне очень нравится тем, что оно через призму науки оценивает наше общество с экономической стороны, социальной и с политической, и это крайне интересно. Я студент Русской академии туризма в Анталии, 4 курса, вот я заканчиваю уже, последние месяцы остались. Я проходил 2 практики в Анталии, в лучших отелях, 5-звездочных. Возможность получения дипломов европейского образца на нашей базе, мы ее уже реализовали, и это является на данный момент теперь уже не планом, а нашим достижением. То есть мы являемся базой швейцарского Женевского института бизнеса, и студенты могут получать швейцарские и турецкие дипломы. Анталийский колледж туризма в Турции – хорошая школа жизни. Подростки за рубежом, вдали от родителей, учатся самостоятельности, изучают иностранные языки, получают качественное образование и приобретают новых друзей из разных стран мира. То, что наши уезжают по разным причинам из страны, у каждого причина своя. Кто-то находит там свой дом, кто-то находит работу, кто-то любовь. Это прекрасно, да. Нашу культуру. Но то, что люди не забывают свой язык, и то, что нельзя забывать, это я в этом убеждена абсолютно. У русской школы за рубежом несколько иная задача, чем у обычной школы в России. В первую очередь, она призвана проявить интерес к русскому языку и культуре. Так, русская школа в Алании дает уникальную возможность детям учиться на русском языке и получать российское образование на берегу Средиземного моря. Сейчас мы переступим порог частной международной средней школы «Классика М» в городе Алания. Здесь работает более 40 педагогов, обучается более 300 детей, и все предметы преподаются на русском языке. Начинали мы с 30 учеников. Это, в принципе, было достаточно много для новой школы. А сейчас мы выросли почти в 10 раз. У нас есть детский садик, в который мы берем детей с 2 лет. И у нас есть все классы школы. Вот 1 класс мы в этом году набрали 3 первых класса. Особое внимание в школе уделяется таким фундаментальным предметам, как математика, русский и иностранные языки. Это дает возможность детям сдавать ОГЭ, ЕГЭ и получать российские аттестаты. Особенность образовательной программы, скорее всего, в том, что мы стараемся подходить к детям очень индивидуально. У нас дети учатся из многих стран мира. Конечно, это русскоязычные дети, это дети из русскоязычных семей. Но они приезжают с совсем разных программ. Кто-то учился на английском, кто-то учился на итальянском, кто-то учился на немецком.
Много детей, конечно, из России, много детей из Казахстана. И эти дети учатся все вместе, учатся по одной программе, по российской. Плюс к этому мы стараемся дать как можно больше иностранных языков. Конечно, прежде всего это английский и турецкий. То, что просто необходимо в современном мире, ну и тем более, если ты живешь в Турции. У нас есть свои особенности, отличия. Мы все-таки живем в Турции. Обществознание – это предмет, который социализирует детей в обществе. Мы в том числе вынуждены своих детей социализировать и в турецком обществе тоже. Поэтому мы в свои уроки включаем в том числе и турецкое законодательство, потому что дети должны понимать, по каким правилам они здесь живут. В русской школе «Классика М» ученики сами планируют свою деятельность, участвуют в решении вопросов школьной жизни, проводят выборы президента школы и реализуют мероприятия, которые им интересны. Каждый класс с 8 по 11 представляет свою кандидатуру, и дальше идут дебаты, и потом все ученики проводят голосование, они голосуют за какого-то определенного своего фаворита, и мы выбираем президента школы. Президент школы – это самый главный из учеников. Русский язык имеет огромное значение для мировой цивилизации. Он объединяет и дает возможность общаться друг с другом детям разных национальностей. Классика М – необычная школа. Не случайно она называется международной, потому что у нас учатся не просто русские дети, россияне, у нас учатся русскоязычные дети. Это могут быть дети из Беларуси, Украины, Узбекистана, то есть стран ближнего зарубежья, и даже есть дети, которые приезжают из Канады и из других стран, например, из Европы, кому необходим климат Турции и, как ни странно, необходим русский язык. Русский язык – это, во-первых, наш родной язык, мы обязаны его знать. Русский язык дает нам возможность находить друзей, потому что где бы ты ни был, все иностранцы, когда слышат русскую речь, они становятся очень счастливы и готовы тебе всегда помочь. И русский язык считается одним из самых сложных языков в нашем мире, поэтому знать русский язык – это честь. Знание русского языка помогает познакомиться с произведениями великих поэтов и писателей – Пушкина, Тютчева, Бунина. Он – наследие многовековой истории, культуры, образа мышления. Самая главная наша задача здесь, в условиях жизни в Турции, это сформировать любовь к русской литературе, обратить внимание на особенности культурологические и привить привычку к чтению. Тютчева мы сейчас изучаем подробно. У нас очень хороший преподаватель литературы, который интересно нам рассказывает о всем, показывает фильмы, биографию писателей. То есть интерес к этому. Школа гордится не только своими выпускниками, но и преподавателями, которые имеют российское педагогическое образование, большой опыт и творческий подход к обучению детей. Преподавателей у нас на данный момент больше 40 человек. Но у нас большой художественный цикл, то есть у нас есть музыкальная школа в составе школы, у нас есть там и предметы, связанные с театральным мастерством, и ИЗО и так далее. То есть много предметов, направленных на такого художественного уровня. Всех желающих я принимаю, и вот с этими ребятами мы делаем большие дела. На самом деле у меня ансамбль был довольно приличных размеров. Такого в Алании не было никогда. И когда мы делали концерты, а мы делаем концерты обязательно на Новый год, на 8 марта, на 9 мая, естественно, местное население очень было удивлено. Тут очень хорошее отношение к ученикам. Учителя находят подход к каждому ученику, дают дополнительные задания, если это нужно. И обучение тут на высшем уровне. У нас есть дополнительные кружки, секции, где мы тоже можем развиваться в самых разных планах. Также у нас занимаются не только дети, которые занимаются в нашей школе, учатся, а приходят со стороны, и таких детей немало, потому что слух о нашей школе идет везде, от Кагыржака до Афсалара, и дети к нам приезжают с большим удовольствием, мы занимаемся с ними.
задачей русской школы «Классика М» становится не просто освоение образовательных программ, а сохранение и поддержание русского языка, пробуждение любви и гордости в ребенке к своему второму языку и великой русской культуре. Пожелать, наверное, упорства. Мне бы очень хотелось, чтобы они старались, потому что в Турции с расслабленной атмосферой, которая здесь, это может быть трудно. Мы носители нашего языка, и мы должны его сохранять. И я очень рада, что в других странах есть школы, которые позволяют и своим учить язык, и сохранять его, хранить, и иностранцам тоже позволяют соприкоснуться с нашей культурой. Потому что если есть культура, тогда есть нация, есть цивилизация. Вот. Я вообще убеждена, что культура – это главное, что мы должны сохранять, хранить в себе. А язык – это часть культуры, литература – это часть культуры. Вот. И без этого никак. Феномен русских школ за рубежом интересен тем, как возникшая по личной инициативе эмигрантов движение превратилась в систему школ, стала каналом распространения российской культуры и ценностей по всему миру. Возникшая практически спонтанно русская зарубежная школа заняла достойное место в системе образования Турции.